Привет всем! В этом видео я расскажу про часы, которые устанавливаются в зеркало. Модель называется XD903. Бывает еще моделька XD904, там еще дополнительно установлен термометр, то есть они чуть-чуть побольше будут. Клеятся они с обратной стороны зеркала. Вот две полосочки, это скотч 3М, то есть мы пленочку снимаем и клеим с обратной стороны. И часы светятся сквозь окошко. Вот мое подопытное зеркало, кусок. Вот оно, я вырезал окошко вот такое, то есть я убрал заднюю амалькаму, вот этот слой краски, получилось вот такое окошко. Вот я пробовал первое делать, мне не получилось, вот я сделал второе. Ну, более-менее, ну, конечно, края недостаточно ровные, как на производстве нужно делать. Ну, для демонстрации я вам покажу, что получилось. Часы идут с батарейкой. Эта батарейка нужна для того, чтобы при отключении от питания не сбивалось время. То есть вот сейчас часы отключены, питания нет, но время продолжает идти. И когда мы подадим на них питание, часы заработают и будет показывать выставленное время. Это у нас блок питания. То есть вот сюда у нас подается 220 вольт сетевое напряжение, а уже блок питания выдает 12 вольт. Вот. Если нам блок питания не нужен, у нас уже есть, например, драйвер для светодиодной ленты, то мы сразу сюда подаем 12 вольт и часы будут работать. Но в комплекте идет блок питания сразу. Что у нас здесь еще есть? У нас есть с обратной стороны кнопочка для настройки часов. И также выведена дополнительная кнопка, вот она на проводе. Они параллельно друг другу, то есть можно настраивать вот этой кнопкой, можно настраивать вот этой кнопкой, без разницы. То есть если у вас есть доступ за зеркало, то можно вот эту на проводе кнопочку обрезать, оставить только вот эту кнопку. Если нету доступа, добраться за зеркало неудобно, то вот эту кнопочку можно где-то с краю сбоку вывести, чтобы был доступ, например, переводить время летнее и зимнее, то есть подправить на 1 час, либо подстроить там со временем, может они там чуть спешат, либо чуть отстают, то есть время можно отрегулировать с помощью кнопочки. Часы идут у нас белого цвета, вот эти циферки светятся белым цветом, сейчас я их включу. Вот мы подадим питание с розетки, без разницы где фаза, где 0, просто подключаем питание. Питание включил, вот у нас часы сразу засветились, показывают время 17:19. Чтобы настроить, то есть мы либо с обратной стороны, либо вот этой кнопкой. Чтобы в настройки войти, зажимаем кнопку несколько секунд, вот замигал циферблат. И теперь однократным нажатием мы добавляем по часу, то есть вот мы можем выставить нужное время. Чтобы на минуты переключиться, опять зажимаем несколько секунд. Теперь выставляем минуты. И чтобы выйти из настроек, опять зажимаем. И часы выходят из настроек и горят постоянно. Либо просто отпускаем, ждем 10 секунд, и оно автоматически сохраняется выставленное время и продолжает идти. Вот так они настраиваются, очень просто. Будильника здесь никакого нет, то есть просто часики. Вот эта штучка, они с часами отдельно, то есть вот это клеится, и часы сбоку вот так вставляются, то есть их можно будет вынимать. Это нужно для того, чтобы потом заменить батарейку. Если она со временем сядет, перестанет работать, то можно вот так в бок вытащить часы, то есть вот эта наклеенная штучка останется, то есть их не надо там отрывать, отдирать, то есть они съемные. Клеятся они вот так с обратной стороны. Размер вот этой вот прорези 2 на 5 сантиметров. То есть 2 в высоту, 5 в длину. Вот я макетным ножом вычистил, то есть потом щеточкой почистил. В общем, получилось более-менее нормально. Вот так выглядят часики с лицевой стороны. Видно отлично, все читается хорошо. Еще я делал обзорчики на сенсорные выключатели, то есть можете посмотреть по ссылочке в описании, я оставлю. Там модельки на 12 и на 220 вольт. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!